26-й мне видится даже чуть-чуть каким-то более мягким по энергиям. Процессы там в политической, на экономической арене чуть менее жесткие, что ли. То есть как будто немножечко такая будет передышка. Что я хочу сказать и о чем редко очень говорят вообще вот в прогнозах. Тем, кто там сейчас воплощен, не сильно позавидуешь, что сейчас ветка, она ушла в сторону такой мировой войны всех со всеми. Множество государств в нашем понимании там уже распались. Там вот это биологическое оружие было применено. Часть Европы вот в той ветке, она непригодна для проживания. Это, может быть, будет не просто, но что сейчас быстро и эффективно эта волна идет. Чья-то рука может там какой-то красной кнопки потянуться. Такие времена, как сейчас, они могут казаться бурными, но вот это идеальное время. Ставят намерения или какие-то даже ритуалы, подскажут, что важно сделать именно в этот Новый год, что ни в коем случае не надо делать ни в сам Новый год, ни в первые дни именно 2026 года. Вот сейчас реально самое время. Мне кажется, это вот на этот год самый актуальный совет. Дорогие, привет! У нас сегодня, как вы видите, специальный выпуск новогодний, но он даже для нас стал специальным и необычным, потому что у нас сегодня спецгость. И это не Лера Некрасова, как вы могли Я уже как бы к ней же все. Да, Леру в целом. Леру вы уже видели на моем канале. У нас сегодня Валентин. Мы не будем его сильно беспокоить, но Валентин вообще очень расположен, как вы видите, к нам и участвовал во всем подготовительном процессе, чуть не выпил мою воду. Он вообще пришел нас поддержать. Я думаю, это наш специальный гость. 100%. И мы хотим пожелать каждому, кто видит сейчас Валентина, удачного Нового года, такого же классного, комфортного, пушистого, приятного, кого-то как наш Валентин. Кто посмотрит этот вот выпуск, удача будет в новом году 100%. Да. Это как бы не мы, что там мы? Валентин. Это Валентин, да. Это Валентин. Ну, вы представляете, такое рыжее чудо, рыжее счастье? Я даже где-то слышала, что рыжие коты, они то ли к деньгам, то ли к чему-то. Я думаю, они ко всему сразу. И к счастью, к деньгам, и к реализации, вот ко всему. Да. Здоровье. Плюс здоровье. Как это? Да, Валентина мы обязательно еще потискаем. Вы смотрите до конца. Там будет много интересного. Я еле сдерживаюсь уже. Мы сегодня обсудим, конечно же, наши интересующие всех новогодние темы. В честь этого праздника хочу порасспрашивать, конечно же, про то, что нас ждет в 2026 году новом. Но нас же тут, чем мы обычно на моем канале занимаемся, это мы отделяем правду от неправды, грубо говоря. Да? Зерна от плевел. Зерна от плевел, да, истину от искажений. И, конечно же, сейчас полон будет интернет различных прогнозов, особенно про то, как все мы здесь умрем дружно. Не, будет диапазон от «все мы умрем» до «все мы перейдем 25D», в счастье, здоровье, просто вот да, великий переход, да. В общем, вы много чего сможете увидеть на просторах, да, интернета. И как раз-таки сегодня я хочу поговорить с Лерой о том, что все-таки как это отличать, что из этого правда, что нет, как сама Лера считает, да, что важно. Вот это отдельная тема сегодняшнего выпуска, что важно сделать именно в этот Новый год при его встрече или в первые дни Нового года, чтобы заложить, да, определенные позитивные энергии, что ни в коем случае не надо делать ни в сам Новый год, ни в первые дни именно 2026 года. В общем, темы будут очень интересные, но все будет именно вокруг будущего и того прекрасного самого праздника. Ну и вот еще хочу, да, заметить, все-таки, может быть, кто не смотрел предыдущие выпуски с Лерой, обязательно посмотрите. Все это будет связано с нашим тонким планом, естественно. Абсолютно не там про политику, не про какие-то астрологии и так далее, хотя мы астрологию тоже уважаем, все классно, но это не про то, это именно про то, как Лера видит, потому что Лера очень много работает с тонким планом, очень много изучает на эту тему, все, я думаю, здесь точно будет много ее, как назвать? Моих коллег, которые тоже со мной изучают тонкие миры. Вот я думаю, что, друзья, всем, кто меня знает, всем, кто меня уже много раз слушал, всем огромный привет. Особенно в наступающем году. Вам всего хорошего, как и всем остальным. Ну, в общем, вам пламенный привет от меня. Поэтому все это будет с такой ретроспективой именно тонкого плана, астрала в какой-то степени, потому что астрал это у нас, как мы уже выяснили, не только там в сущности какие-то, это огромный мир, как раз-таки с которого испускаются различные новые энергии и так далее. Программы, естественно, которые нашим миром управляют. Вот. И вот что же нами будет управлять в 2026 году? Ну и вообще, как ты видишь? Ну смотри, мне кажется, что если вот считать как бы общую такую, общую направляющую, общую энергию года, то она
она мне по-прежнему, как и энергия прошлого года, видится такой достаточно бурной и очень трансформирующей. В принципе, трансформационный период у нас уже давно идет, еще с начала века, я бы сказала. Но вот сейчас эти процессы трансформационные, они просто очень усиливаются. То есть, мне кажется, вот последние пару лет даже видно и на тонком плане очень сильные такие, скажем так, перестройки, потому что с тонкого они спускаются в наш мир. И в нашем мире тоже. И я думаю, что эта эпоха перестроечная, она будет там минимум до 30-го и до 35-го года. То есть такой пик прям перестройки, то есть вот такой пик изменений. Он сейчас идет, он эти годы все еще активен, но все равно у каждого года видится какая-то своя энергия. И мне вот виделось лично, когда я так по годам смотрела, что в 24-м году шли очень-очень мощные энергии, даже где-то резкие какие-то. То есть и событийная картина была такая достаточно, где-то местами жесткая, местами какая-то вот даже, может быть, неожиданная. В этом году, да, тенденция продолжилась, но как будто вот общие энергии тонкого плана в этом году, они тоже бурные, но как будто бы чуть-чуть помягче, чуть-чуть. Я в прогнозе на этот год, который писала у себя на канале, я говорила, что как будто этот год мне видится очень интересным, как будто бы, знаешь, закладываются какие-то зерна того, что в будущем будет очень сильно развиваться. То есть как будто вот этот год, он, да, бурный, да, перестроечный, но вот под это, знаешь, вот как весной сходит лед, но там уже ростки растений как бы пробиваются из земли. И вот какие-то очень важные процессы в этом году как раз они начались. Ты про 25-й говоришь? Да, вот который заканчивается. А вот 26-й мне видится даже чуть-чуть каким-то более мягким по энергиям. То есть, ну, энергии — это общее такое дополнение. По событиям они проигрываются по-разному, но... Вот да, давай немножко здесь остановимся. Если более мягкие энергии, как мы можем это приземлить для обычных людей, для которых это, ну, мягкие, мы рады за вас. Как эти мягкие энергии будут именно в события превращаться? То есть смягчится ли событийный ряд? Во всем нашем мире множество событий, множество индивидуальных судеб. Возможно, опять же, у кого-то в его личной картине год может быть переломный и непростой, бывает. Кому-то он вообще пройдет как по маслу. То есть, понятно, у каждого из нас своя судьба, своя линия жизни. Но если мы возьмем некую такую все-таки среднюю температуру по больнице, то энергии года как будто бы более плавные. То есть, как будто те вот эти вот семена, зерна, которые были посеяны в прошлом, они будут как бы произрастать, и уже, ну, мне кажется, некоторые процессы там в политической, на экономической арене будут чуть-чуть менее, как бы, ну, как сказать, чуть менее жесткие, что ли. То есть как будто немножечко такая будет передышка. Вот такие вот еще волна кризисов, она еще будет долго. Она еще будет там, мне кажется, года до 35-40 минимум. Но вот этот год, он как будто будет, как будто небольшая такая передышка. То есть вот что-то перестроилось. Теперь это будет как будто бы закрепляться, а потом новая волна пойдет. То есть вот этот год, он мне видится таким все-таки немножко, когда будет закрепляться какие-то события, энергии, то есть очень-очень чего-то бурного, жесткого, вот, ну, допустим, как помните, 20-й год, там, пандемия, 22-й год, вот такого какого-то очень резкого, воспринятого большинством как негативный перелома я не вижу. То есть вот что-то будет достаточно все-таки более спокойное. Да, перемены, да, возможно, временами они будут идти непросто, но что-то очень-очень резкого я такого не вижу. Ну, то есть, условно, если прям вот совсем приземлять, то 2006 в общей такой массе будет получше 25-го. Можем ли мы так сказать? Если к судьбе человека каждого все индивидуально, но в мировой канве как будто бы энергии идут более спокойные. Но, друзья, что я хочу сказать и о чем редко очень говорят вообще вот в прогнозах. Дело в том, что вот большинство людей, как правило, ждет вот такого более или менее линейного прогноза. Но как бы многие очень, кто об этом рассказывает, они не учитывают ветвление реальности в нашем мире. То есть за этот год, естественно, это ветвление будет. Про ветвление реальности. Я вижу следующую картину. Традиционно, ветки начинают, ну, как бы сходиться, реальность, существующая в нашем мире, наш пучок веток, он сходится примерно плюс-минус в дни осеннего и весеннего равноденствия. То есть у нас есть... Давай, наверное, теорию, да, расскажу. Конечно. У нас есть, вот, по крайней мере, я в своей книге о параллельных реальностях это описала, я это четко увидела. У нас есть в мире, во-первых, такое явление, как ветвление реальности, а во-вторых, ветки у нас делятся на два типа. Первое — это глобальные ветки, а второе — это локальные. Глобальные, ну, условно, я это называю пучок веток. То есть это некая такая событийная канва, в которой много веток реальности, они там сходятся, расходятся, ветвятся, но вот в этой глобальной ветке все-таки плюс-минус одна линия событий проигрывается.
Вот у нас есть наша глобальная ветка, где очень много реальностей ветвится. Есть более высокая, есть нижестоящая. Нижестоящая там, конечно, ужас. Там вот в той глобальной ветке, по моим ощущениям, время отстает порядочно. То есть там где-то вот 70-е, 80-е годы прошлого века сейчас. Да, вот, то есть давай еще раз, чтобы понятнее было. У нас, у нашей Земли есть сейчас 3 ветки вероятности. Ну, даже 4, я бы сказала. 4. Но 4-я она служебная. Вот, одна та, в которой сидим мы. Она как бы посередине, условно. Она самая массовая, она самая глобальная, и в этой глобальной ветке еще она разделяется на кучу локальных реальностей. Вот прямо сейчас мы в одной из этих локальных реальностей находимся. Где-то есть достаточно близкие ветки, где тоже мы есть, естественно, и весь этот мир есть, но чуть-чуть в какой-то другой вариации. То есть вот это вот ближайшее. То есть мы сейчас, вы все, кто это смотрит, да. Мы с тобой, мы именно в главной ветке реальности. Ну, в одной из самых массовых. В одной из самых массовых. Самых массовых, да, но у нее масса версий, ну, как бы, знаешь, вот как глобальная игра, у которой много вариаций, много сюжетов внутри нее. Да, как вот такая большая река с разными там ручейками, но все равно одна из 4 больших рек. Да, да, мы сейчас вот самые массовые. Есть нижняя ветка, вот там, конечно, тем, кто там сейчас воплощен, не сильно позавидуешь, хотя, конечно, там тоже все индивидуально, но я, по крайней мере, ее смотрела, она отделилась от нашей, ну, плюс-минус в период Первой мировой войны, даже раньше, до Первой мировой войны. Там, что интересно, Первой мировой войны не было, ну, как таковой, ее как бы немножко обошли, но потом зато началась длительная заварушка. Получается, что это сейчас ветка, она ушла в сторону такой мировой войны всех со всеми. Там, конечно, не прям апокалипсис, но там достаточно такой вот велотекущие какие-то конфликты, множество государств в нашем понимании там уже распались. Во-первых, в Европе там другое политическое устройство. Я увидела, что там вот у нас, допустим, на нашей ветке биологическое оружие в свое время не нашло особого применения. Ну, то есть, как бы оно было, конечно, использовано, но не так массово. А ты вот имеешь там... в виду всякие вирусы? Да, вирусы, которые вот по ДНК работают, то есть там условно какие-то вот посевы выжигают, прям целые местности. Кстати, вот очень много, знаешь, этот стиль стимпанк, где вот эти дирижабли такие, все какое-то количество. Вот это, по сути, я когда смотрела, это с той ветки пришло, потому что там, вот я заметила, когда ее так отсматривала, опять же, через общие базы, там очень развито такое было, по крайней мере, в свое время, вот дирижабли строения. То есть у нас оно особо не пошло. Как волна пошла, но они как-то быстро ушли, эти дирижабли. Там вот, допустим, дирижабли, как транспорт, были очень развиты. Там в целом такая вот технократическая была ветка, то есть она в начале своем была достаточно такая тихая, спокойная. Технократическая, у них там производство, заводы, вот эта индустриализация активно развивалась. Но потом как бы там события пошли по, скажем так, не самому лучшему руслу. И там вот началась такая мировая война, причем уже всех со всеми. И там вот это биологическое оружие было применено, опять же, насколько я видела. И там вот даже часть Европы, вот в той ветке, она непригодна для проживания. Потому что там, ну, как бы выжжены эти поля, то есть там поражено биологическим оружием достаточно большая территория. Сейчас 70-е, ты говоришь? Ну, где-то 70-е, 80-е. То есть там по-другому идет время. Да, потому что, посмотри, чем она от нашей отличается. Она более плотная, она более, скажем так, низкочастотная. И вот в низких частотах как будто время как будто вязнет. То есть оно идет там медленней. Поэтому сейчас у них еще получается прошлый век, где-то 70-е, 80-е. Людей там, конечно же, меньше. И в мире их меньше, ну и душ, естественно, меньше воплощено. Но я знаю лично людей, у которых там есть и аспекты воплощенные. Кстати, многие сейчас оттуда выводят. То есть многие мои знакомые рассказывали, что они там были воплощены, но вот недавно как бы там уже ушли из жизни. В общем, это я к тому, что, возможно, можно было бы посчитать эту ветку моей какой-то личной придумкой, но вот так вышло, что я помню многих, и общалась со многими людьми, которые помнят свои воплощения там, у некоторых они даже сейчас идут. А ты, кстати, на нижней ветке нет, у тебя нет ощущения, что ты там есть? Была, нет? Не знаю. Ну, там, конечно, жесткая история. Я говорю, мы с тобой поговорим потом, учитывая, как меня вчера накрыло по этой другой планете. В общем, не будем прям очень долго про эту ветку сейчас говорить, у нас все-таки выпуск про будущее, но суть этой ветки в том, что там сейчас, ну, скажем так, часть людей, которые там воплощены, они по большей части там какую-то, во-первых, тяжелую карму отрабатывают, и в целом там выделили как бы те сценарии мировые на этой ветке, которые у нас все-таки не должны быть. Наш мир, по сути, ну, скажем так, уже грозил не раз сходиться в эту мировую войну, соответственно, все-таки эту мировую войну нужно было где-то проиграть, реализовать, вот она сейчас там реализовывается, вроде как абстрактная вещь, но вот помните вот эти вот сценарии в интернете, что вот, все, там через 3 дня там ядерный апокалипсис, как делать
делают вообще? Для чего нужны эти реальности? Дело в том, что у нас здесь в мире очень много свободных воль. Там один хочет одно, другой... Свободных чего? Свободных воль. Ну, воля души, да. Одна душа хочет одного, другая, другого, третьего. Это понятно, это нормально. И у нас здесь, чтобы там опять же не говорили, что ой, у нас мир тюрьма, у нас здесь как бы свободную волю можно проявлять, действительно можно. А в других мирах что, нельзя свободно? Можно, конечно. Смотря где, опять же, это другой разговор. Мы здесь можем реализовать свою свободную волю. Поэтому вот смотрите, у нашего мира есть определенная канва развития. Сейчас в эту канву не входит апокалипсис всей Вселенной, сворачивание всех веток и так далее. То есть мы должны идти, развиваться, расти по частотам и так далее. Как бы такая дилемма. С одной стороны, у нас в мире вроде как, мы можем реализовывать свою свободную волю. Да, пусть в пределах коридора вариантов, но все же. А с другой стороны, у мира есть некая программа развития. И вот, допустим, есть энное количество товарищей, которые по каким-то своим личным отклонениям, желаниям, причинам, вот их тянет, что называется, повоевать, развязать войну мировую, показать мировое господство. Ну, то есть, скажем так, тянет их в низкочастотные зоны, и вот и карма их туда тянет, и какие-то личные незакрытые гештальты. Этих товарищей ты их разом как бы не возьмешь, не выведешь с планеты. И свободная воля у них есть, и она на события тоже влияет. Так вот, в чем как бы фокус, что таких товарищей, как правило, их начинают выводить на отдельные ветки. То есть там вот эти отклонения локализуют, а потом уже эту ветку, нижнюю, я думаю, ее свернуть через энное количество. Ты открыла ящик Пандоры, смотри. Вот у нас тут на Земле родился какой-нибудь Вася, припи***ты. Так и сказала. Ну ладно, да, понятно. Я пыталась за 2 секунды подобрать другое слово, но, в общем, родился Вася, да, который хочет, как ты говоришь, развязать войны, там, повоевать и так далее. Вася может хотеть что угодно, но у него должно быть, даже чтобы добиться какого-то условного там господства, не господства, но хотя бы какого-то положения в обществе, у Васи должно быть, связь с нужными эгрегорами, там, личная карма у него должна там тоже в это как бы заходить, то есть у него должна быть, скажем так, предрасположенность, допустим, к какому-то управлению и к каким-то, допустим, большим делам, она у него есть, его воля личная к этому ведет, но он, допустим, накопил отклонения, и поэтому он по этим отклонениям его может начать заносить как раз вот на темную сторону, или уже начало порядочно заносить. Вот таких вот Вась, их, что называется, видно на подлете, то есть там все равно коридор-то судьбы перед воплощением виден, что Васю с его как бы наработками кармическими, с его желаниями, которые он уже там нажелал еще в прошлом, что его можно, что называется, занести. И вот автоматическая система таких Вась, как в том анекдоте, долго собирал на вас на одном корабле. Вот когда уже видно, что Вася, что называется, совсем, как говорится, вот его уже, Васю, да, Валентин? Вот я думаю, Валентин со мной согласен. Вась таких, их как бы локализуют на отдельные ветки, на отдельные реальности. Я тебе больше скажу, я видела даже в нашем пучке, уже пару раз ветки сворачивали, вот там как раз дело близилось к каким-то ядерным катастрофам, у нас уже ветки сворачивали. Что ты имеешь в виду? То есть, во-первых, что я поняла, что такой Вася, он даже не воплощается в нашей ветке, его сразу перед воплощением переводят в ту ветку. Не, смотри, да, энное количество Вась, которых видно сразу и на подлете, у них карма тяжелая, их сразу вывели туда. То есть для резонанса с той веткой Васе нужны как бы а-ля некие вводные данные, соответствующие сильно наработанные отклонения. Уже видно, что там кармический коридор в хорошую сторону его не поведет. Уже видно, что у него самого он, как говорится, уже зашел вот в это состояние, и там еще будет долго. Вот это все пункты выполнены, там условно Вася уже система может автоматически распределить уже на ту ветку. Вот. А что значит, когда сворачивают? Но смотри, бывает еще тоже непредвиденные обстоятельства. То есть в нашем мире же тоже, как бы у нас тоже не самая высокочастотная ветка. У нас тут тоже не ангелы сидят. То есть наши товарищи тоже могут здесь. Чья-то рука может там какой-то красной кнопки потянуться, кто-то может там уйти в каких-то, по личным воле в какую-то эскалацию конфликта и так далее. Потому что, да, нижняя ветка там как бы отборный контингент, но у нас там тоже есть товарищи, скажем так, любители зайти на темную сторону. Вот в таких условиях получается, когда у нас линия событий видно, что она может зайти, то есть там эти вероятности видны, что вот сейчас айнных товарищей начинают заносить, они могут там очень сильно что-то наворотить уже критичного для всей системы. Их как бы заранее, вот эта событийная картина просчитывается, их начинают выделять в отдельную ветку. То есть, и они там действительно могут устроить, типа... люди, которые вот вместе с этими товарищами... Понимаешь? Посмотри, когда копируют ветку, копируют весь мир на самом деле. То есть, в ветку нельзя вывести 5 человек. Как бы, делается как копия всего мира. Но, понимаешь, в ветках это что тоже интересно. Там разный процент внимания. У меня, и у тебя, и у всех, кто нас смотрит, у них на самом деле вот их внимание рассеяно по совершенно разным веткам, то есть в нашем пучке. Но у каждого там в каждой ветке свой процент внимания. То есть
там бывает как бы, ну, да, там тоже душа, тоже человек воплощен, но там совсем-совсем небольшой процент внимания, то есть у него там по факту и судьба будет такая, как бы, ну, складываться, ну, достаточно. Ну, по той ветке, да, как бы? Да, когда вот вынуждены вот так вот сделать отдельную ветку, вывести там всех этих персонажей, ну, допустить там какую-то катастрофу, а потом свернуть эту реальность, то там действительно, да, могут оказаться, ну, скажем так, обычные люди, но там быстро доводят до нужного, как бы, как сказать, до апогея, и потом ветку сворачивают, внимание выводят. Слушай, ну вот еще, блин, я тебе говорю, ты открыла ящик Пандоры, у меня куча вопросов, блин, про Новый год хотели поговорить. Ну, а это же тоже будущее. Мы же сейчас говорим не просто вот это, в новом году вас ждет то-то. Мы пытаемся посмотреть, как моделируют будущее, причем из тонкого уровня. Встречать Новый год, Лер? В каком? Красиво. В каком цвете? Может ли быть такое, вот такой у меня возник вопрос, что ты говоришь, вот там есть какая-то ветка, ну, стрёмная, давай ее так назовем, и мое внимание, например, то есть я там тоже есть, но у меня здесь, например, там 90% моего внимания, сознания, там какой-то вот отщипок оставила. Может ли быть, что в нашей ветке, вот здесь, где мы с тобой живем, у каких-то других людей отщипок, а на самом деле их там... Да, ну, то есть у них здесь поэтому судьба... Такая какая-то. Ну, она просто идет по накатанным рельсам. То есть у них меньше, у них тоже, естественно, это тоже душа, это тоже выбор, это тоже реальная личность здесь. То есть они не аватар, не робот, ничего. Просто человек живет по накатанным. Вот я что, у меня почему появилась эта мысль, что есть же такие люди, которые здесь действительно, ну, особо ни к чему не стремятся, как-то особо ничем не интересуются. Вот как-то вот, ну, живут, как-то прожил, дом, работа, как бы. И иногда те, кто занимается собой, занимается развитием, как-то что-то пытается, их вот такие люди, у них вызывают вопросы, типа, да чё ж ты сидишь, да чё ж ты бежишь, там, давай там Вася какой-нибудь тоже встань с дивана и так далее. И мне пришла мысль, а что, если у этого Васи, который действительно тут просто вот уволень ни туда, ни сюда, но у него на самом деле в какой-нибудь другой ветке, он там вообще и то, и все, и пятое, и десятое. Ну, знаешь, чисто в теории такое может быть, но с другой стороны тоже есть интересная закономерность. На самом деле ветки это не совсем, ну, то есть как бы они вроде как разделены, но мы очень сильно связаны со своими проекциями на других ветках. И знаешь, что я заметила? Что интересно? Даже когда, допустим, человек саморазвивается в одной ветке, он может свой потенциал, ну, понятно, не намеренно кому-то там даровать на другой, но все равно вот это вот его развитие, как будто бы один вырвался вперед, начинает подтягивать других. То есть вот это возможно. Возьмем Васю такого обломого, который лежит на диване с утра до вечера. Возможно, в какой-то другой ветке он более активен. Но все-таки разрыва в том плане, что Вася там на одной ветке там президент мира, там, не знаю, а в другой он просто на диване сидит, ну, все-таки редко. То Хорошо. Есть, тогда... И причем, понимаешь, личность-то одна и та же. То есть вот эта личность, которая воплощается, она одна и та же. Просто она потом начинает дробиться на копии в близких ветках. Вот и все. Просто мне, ну, условно, я задумываюсь сейчас вот о тех Алинах, да, о тех нас, которые на вот этой стрёмной ветке, где там апокалипсис практически. Так ее свернули, она была уже давно. Вот я видела где-то, знаешь, 23-й, по-моему, год. Около 23-го, где-то в сентябре, в летом, вот эту ветку примерно... Ну, опять же, так, примерно. Вот было ощущение, что вот тогда в 22-м начался конфликт. Потом он начал как-то вот... И там какие-то были такие периоды, когда вот даже у нас какая-то прям эскалация пошла, уже что-то говорили такое, чуть ли не там... Всем сейчас ядерный апокалипсис настанет. И я увидела, что действительно в одной из таких веток локальных, но там она на самом деле недолго просуществовала, то есть туда всех остальных там 0,01% внимания, основных деятелей, которые там что-то, видимо, хотели сильно как это подразогнать, их туда вывели, а потом, значит, ветку там и свернули. То есть ее быстро свернули. Окей, такая же есть, то есть как условно негативная, есть еще суперпозитивная ветка, на которой тоже мы не находимся. А что там? Просто но есть, смотри, есть еще вышестоящий пучок веток, глобальная ветка, но она не супер позитивная. Там тоже наш мир, но вот она как раз ускакала вперед. То есть там уже, по-моему, конец 21 века, если я не ошибаюсь. И вот в этой ветке там как раз тестируют то, что в нашем мире как бы вот... И я когда эту ветку просматривала, я понимала, да, мы не пойдем 100% по тому же сценарию, но что-то мы можем повторить. То есть что примерно там? Ой, ну я думаю, что лучше всего об этом прочитать в моей книге. Кстати, Алин, я думаю, мы можем эту книгу про параллельные реальности разыграть. Давай, да, у нас Новый год же все-таки, мы решили сделать подарки, да. Ты хочешь только эту книгу разыграть? Может, мы вообще можно все разыграть, но просто параллельные реальности с автографом как раз
Классно, да. У Леры написано 3 книги. Мы ссылки, конечно же, в описании все оставим, Да. как обычно. Но в честь Нового года мы хотим разыграть. Мы, правда, еще не придумали. Не, ну мы можем штук 5, у меня они точно есть, штук 5 вот этих книг о параллельных реальностях с своим автографом, с пожеланиями, автором самых лучших, самых классных комментариев. Эти книги будут отправлены. А что именно в комментариях там просим людей писать? Ну, я думаю, что в комментариях можно написать свое видение энергии следующего года, свое видение в целом нашей реальности. То есть, Так, если человек скажет, я ничего не вижу, я ничего не знаю, как ко мне приходят такие, они все видят и знают, просто они не доверяют. Ну, тогда давай сделаем так. На самом деле энергии года можно же описывать не только с точки зрения какого-то совсем эзотерического погружения. Кто вот прям вообще считает, что он ничего не видит, пускай напишет пожелания для других людей в комментариях Можно под и так. этим видео. То есть, да, давайте, друзья, не будем привязываться прям к содержанию комментария, но самый классный, интересный, содержательный, кстати... Теплые, добрые и сердечные. Да. Кстати, может быть, кто-то... Вот у меня много таких историй среди моих друзей, знакомых, среди моих подписчиков, когда кто-то вспоминает себя в другой реальности. На самом деле, это очень интересные истории. И вот я думаю, что такие комментарии тоже будут очень крутые. В общем, да, все, что вы помните о себе, если вдруг с прошлых жизней, из параллельных, пожелания другим с Новым годом, поздравления, вложите вот какую-то частичку себя теплую, то, что на что пойдет вам отклик, возможно, вообще на все эти пункты, и мы все прочитаем, выберем из разных абсолютно сфер, не привязывая. Да, не привязываясь именно к содержанию, мы выберем самые классные заряженные комментарии, свяжемся с теми, кто их отправил, ну и, соответственно, отправим книжку. Чтобы мы не потерялись, конечно же, подписывайтесь на телеграм-канал, мой телеграм-канал «Думай сердцем», будут также ссылки на другие источники, в общем, подписывайтесь, розыгрыш будет, конечно же, проходить там, потому что на Ютубе мы вас всех не сыщем. Все, давай прям буквально пару слов про ветку, которая суперская, если там еще есть что-то сказать. Ну, суперская. Что там происходило? Она отделилась в 60-е годы, ну, даже немножко до этого, 60-е годы прошлого века она отделилась. И там, вот, что удивительно, вот у нас же, помнишь, был в это время Карибский кризис? Нет. Ну, холодная война, Карибский кризис у нас был в это время. То есть, ну, у нас это была холодная война. А там она, у них, что интересно, превратилась даже в небольшую горячую фазу, и там даже было применено ядерное оружие. Именно позитивненькая ветка. Да, то есть начиналось так бы не очень. Но, что интересно, вот они из этого как бы сделали условно выводы, когда этот кризис вот был уже доведен до предела, плюс, опять же, в той ветке, скажем так, на основных позициях уже стали выводить других деятелей более высокочастотных. То есть они, как говорится, схватились за голову и поняли, что надо договариваться. Вот одно из интересных вещей, которое мне увиделось по той ветке, что там очень большую роль стал играть ООН. То есть у нас ООН, ну, как бы Организация Объединенных Наций, да, она играет роль, но не такую. А там, то есть там у них, по сути, сейчас идет дело уже к упразднению как таковых государств. То есть они там есть, но их роль отдельных государств все меньше и меньше, как бы вот, все меньше и меньше видится. И там уже начинается такая вот некая глобализация, вот как бы, ну, образно говоря, единое управление. А еще, что там мне очень понравилось, когда я увидела, там, скажем так, идут уже, и, можно сказать, изобрели единую религию. То есть там взяли, объединяют концепции всех разных религий. То есть не то, чтобы они там все исчезли. Я президент, случайно. Кто знает, чем я занимаюсь, да, все это время объединяют. То есть там, да, там очень интересно мне увиделось. Нет, не то, чтобы там религии исчезли. Они есть и в таком, как бы, ну, классическом виде, но там стали делать так, чтобы, ну, часть людей из вот таких вот конкретных религий переводить как бы на общую, которая будет общим знаменателем всех религий. И еще там медицина, вот я тоже увидела, интересно, продвинулась, технологии стали уже как бы немножко цеплять, уже быть основанными на эфирной энергии. То есть у нас, по сути, у нас эфирную энергию еще не признают. Ну да, есть и традиционные методы лечения, и много разных там методов у нас есть, но официальная медицина их не признала. А там уже, по крайней мере, эфирное тонкое тело, ну, практически официально признано, и технологии, направленные на исцеление эфирного тела, там тоже есть. Но то есть там уже медицина стала такая более ориентированная через тонкое воздействие. Конечно, там и обычное все это есть, но вот уже эфирное воздействие там тоже. Надеюсь, там научились уже лечить эндометриоз, СПКЯ, какие там еще сейчас есть. Но там неизлечимые заболевания. Я видела, что там идет, знаешь, вот там медицина пошла в сторону гармонизации всего организма. То есть воздействие через эфирные энергии, через эфирные токи. Да, это еще не самый-самый высокий уровень, но все-таки вот уже такой. И там вот медицина уже все-таки в эту сторону пошла. Ну, то есть как раз, если я тебя правильно понимаю, что мы вот из той ветки, наша ветка, что-то как раз-таки цепляет. На самом деле, знаешь, ветки же, они тоже не являются, вот как
различные ветки. Вот мы на разных ветках мы связаны, то же самое и эти ветки тоже. То есть эта ветка, которая там меньше людей, там более она высокочастотная, но она с собой как бы, понятно, мы не пойдем 100% по этому пути, но она как будто подтягивает нашу. Знаешь, вот как будто локомотив идет, и он как бы тянет нашу ветку. Просто почему я спрашиваю, с того, что я вижу, вот ты сказала про эти единые государства, огромное количество людей сейчас здесь на нашей ветке занимается в эту сторону, хоть понятно, что те, кто в эту, не в теме, скажем так, им кажется, что какое это вообще невозможно и так далее, но... То, что у нас сейчас есть текущее правительство, это понятно, но мы же будем смотреть в будущее. Я думаю, что лет через 40-50 у нас действительно, моя такая версия, мой прогноз, что мы будем... Государства, да, будут оставаться, но они будут более глобальные, то есть роль конкретного государства, оно будет все меньше, будет больше роль такого глобального управления нашего мира. Мне, по крайней мере, так видится. И я говорю, что, как я уже знаю, просто сейчас люди, прям там мои знакомые и так далее, уже работают над этим вопросом непосредственно, даже какие-то там DAO создаются. Многие к этому несерьезно относятся, но уже знаешь, да, эта идея должна немножечко постепенно. Я думаю, что наш мир пока что... Почему я говорю, что у нас сейчас переломная эпоха? Мы, в принципе, к нечто схожему, как эта верхняя ветка, мы должны прийти. Но у нас сейчас та система, которая сложилась. И здесь даже дело не в том, что я просто тоже хочу важный упор сделать на то, что многие люди считают, что там такой-то президент, такой-то правитель, такой-то, он, значит, какой-то один человек, он там корень всего зла на земле. Да, во всем виноват. Да, я считаю, что это в корне неправильно, потому что даже лидеры сейчас, вообще не берем каких-то конкретных, а абстрактно, лидер в нашем мире, он приходит в эту систему. То есть человек может быть даже, трижды прекрасный, трижды самый-самый, с добрыми намерениями, но он все равно будет действовать в рамках этой системы. И сейчас у нас постепенно, через кризисы, через какой-то слом происходит трансформация нашей системы. И ей еще нужно трансформироваться энное количество времени. И я думаю, что, будет доведено до какой-то крайности, до какого-то гротеска. То есть, действительно, пару раз уже эта система упрется в тупик, до апогея в каких-то областях дойдем. И потом уже потихоньку, постепенно начнется перестройка. То есть это просто кто-то, говорит, пишет, вы тут все эзотерики говорите про повышение вибрации, посмотрите, что за фигня творится, цены растут, яйца выросли на 20 рублей. То есть я, конечно, понимаю, что Нет, я тоже понимаю, да, мне как человеку обычному тоже неприятно, что, условно, цены на продукты выросли, но дело в том, что это локальные... Цены на продукты волнуют все-таки, волнует то, что, не хочется обсуждать сейчас эти моменты, но что-то все понимают, что-то хочется, чтобы побыстрее закончилось, что-то хочется, чтобы побыстрее прошло. Мне тоже по-человечески всего это хочется. Всего этого хочется, я тоже за мир, за дружбу, за свет и добро во всем мире, я всегда за это. Но просто если смотреть как эзотерик и в целом пытаться это просканировать, то система в таком состоянии, что она не может, условно, человек не может из состояния 0 сразу переместиться в состояние 15. То есть он должен промежуточные этапы пройти. Ой, мой зайчик. Да, Валентин? Мне кажется, Валентин с нами. Валентин, голосуем за мир и дружбу, да? Голосуем за Валентина. Слушай, здесь интересно мне, что ты думаешь, поделюсь своим мнением, почему я просто брату недавно объясняла свои видения этой темы, почему он мне ровно так сказал, как ты говоришь, какое вибрации повышаются, условно, если посмотри, что творится в мире, эти все конфликты, люди всю жизнь воевали и продолжают воевать и так далее. И мое видение на эту тему, что то, что происходит внутри человека, то есть наша внутренняя война, наша внутренняя борьба с самим собой, наши внутренние конфликты, которые многие люди стараются всячески избегать и не смотрят туда, и им кажется, что у них все хорошо, хотя на самом деле... На самом деле в мире все плохие дяди, если плохих дядь убрать, то я бы зажила. Да. А на самом деле все, что происходит вокруг, в нашей ветке, в которой все-таки, если ты находишься, то это отражение наших собственных проектов отчасти. Ты очень правильно сказала, я вообще на 100% согласна. Отчасти я даже вижу, что психотерапия, которая становится сейчас бесконечно популярна, уже все-таки я понимаю, что не все еще попали под эту волну пропаганды. Но тем не менее, это сейчас чуть ли не новая религия. Психотерапия на каждом шагу, то есть до кого-то она еще не дошла, но все-таки это сейчас безумно популярно. Психотерапия, все-таки эзотерика такая, да даже мой канал, подобные каналы, все больше и больше это становится популярно, потому что через эти
эти инструменты, и происходит тот самый повышение вибраций. Не то, что, как многие, но это опять же таки мое мнение, ты скажи, как ты видишь. Не то, что там на нас посыпали сверху какую-то вот энергию, там, и наши вибрации повысились. Да ни хрена, если все было так просто. Мы идем в этот процесс, кто-то в психотерапию, кто-то в духовность, кто-то в религию, в эзотерику, какой-то путь трансформации внутренней начинаем проходить. Каждый Вася индивидуально, каждая Алина там и так далее. Внутри становится меньше войны, ну и каких-то вот этих внутренних историй, которые мы раньше даже не замечали. Мы их сначала раскапываем, такие, ё-моё, я думал, там все классно, а там пипец. А потом начинаем это все исцелять. И то же самое, оно, естественно, проецируется наружу. То есть нам кажется, ну, как мне кажется, многие думают, что вот, какой переход, да, где же вот, должно же все наладиться. Но оно налаживается, опять же, таки не извне, что какие-то ангелы тут прилетят, и спустят энергии и вибрации, и мы все перейдем с вами 5D. Оно через каждого из нас происходит. Если ты сидишь на диване и только, ну, как бы поносишь там каких-то дядь других, да, так вот она, твоя внутренняя война внутри себя. Ты начни условно с себя, хоть как-то любым доступным для тебя методом. У тебя начнет расцветать что-то иное, помимо конфликтов, оно развернется снаружи. Я с тобой согласна, да, вот в этой части абсолютно согласна. Единственное, я бы добавила, что все-таки внешнее воздействие имеется. То есть, ну, скажем 100%. так, общий, как бы, тумблер немножко подкручен в сторону высоких частот, и они эти, как бы, и внешние изменения, они начинают внутри нас высвечивать, чтобы мы это все проработали, вытащили, сбросили внутри себя этот балласт. Ты знаешь, как будто напор подают, и под этим напором эти процессы идут быстрее сейчас. Да. Поэтому многие еще говорят, вот, опять же, сколько психических расстройств, вы говорите, повышение вибраций. Так это как раз взаимосвязанный процесс. Конечно. То есть на самом деле, как бы это странно не звучало, но в том числе повышение каких-то уровня душевных каких-то там тревог, заболеваний, расстройств, это как раз тоже говорит о повышении вибраций, частот, потому что фокус, если раньше люди больше приземленно считали, ну вот как бы, что там, крестьянин, там я должен, там, не знаю, пахать землю, я должен ребенка родить, да, рожь вспалоть, там, да. Или там на заводе работать, то сейчас люди начинают задумываться, люди начинают смотреть, то есть они приходят выше фокус, а то, что было наработано, все те отягощения как раз начинают там вылезать. То есть все, что нажито непосильным трудом было за многие воплощения, оно как раз начинает, как говорится, проявляться. Многие отклонения, которые раньше мешали меньше, сейчас они вылезают в проработку. Почему многие сейчас прошлой жизни вспоминают? Это даже не просто тренд, не просто мода, потому что человек уже, ему надо дальше идти, в другую, как бы, более высокочастотную эпоху, а этот баланс не сброшен. И он в том числе через проживание, через воспоминания, он должен это проработать. Я думаю, что такая небольшой прогноз, воспоминания о прошлых жизнях, чем дальше, тем больше будут возникать. Это будет такие, ну, не у всех, естественно, у тех, кому это надо, но это будет более распространенным. Ну, и у тех, кто смотрит в эту сторону, логично. Но даже если, мне кажется, сравнить то, что было 10 лет назад и сейчас, уже как бы вот, даже среди моих знакомых и в целом, мне кажется, выросло количество тех, кто в тонкое стал смотреть. Это нормально, это тоже как бы тренд нашего времени, так сказать. Слушай, ну, Валентин, ну какой вообще душ? Валентин, вообще, спасибо вам, что вы почтили нас своим вниманием и энергии тут раздаете в нашего костра. Он греется, думаю, нашего костерка, так ведь? 100%. Друзья, здесь могла бы быть реклама сковородки, но сегодня судьба распорядилась иначе, и это даже не реклама Валентина, хотя он, конечно, ее достоин. Но, друзья, сейчас я хочу для вас прорекламировать свой частный канал. Мой частный канал – это то детище, за которое я отвечаю, потому что я его веду лично. Это, ну, можно сказать, одно из очень важных дел в моей жизни. И это канал, который я посвящаю именно эзотерическим исследованиям. Куда я хочу пригласить вас? В этот канал, в это поле, где мы с вами будем исследовать реальность, рассматривать ее с разных ракурсов. И вообще, друзья, это то место, где, на мой взгляд, можно очень хорошо вырасти и душевно, и духовно, потому что у нас на частном канале прекрасные люди, у нас прекрасная компания, и это то, как бы, то поле, где действительно синергия работает так, как работает мало где. Поэтому, друзья, я всех вас приглашаю на свой частный канал. Ссылку вы увидите в описании, а также вот где-то здесь будет QR-код для тех, кто хочет к нему присоединиться.
Все-таки 26-й год, давай такой прогноз, о чем он будет, как ты видишь вообще? Повторюсь, во-первых, продолжатся трансформации. Иногда будут тоже такие достаточно резкие повороты, но общая картина года будет чуть-чуть менее резкая, чем у 25-го. И, кстати, вы знаете, когда я смотрела только 25-й, еще вот до этого, у меня было ощущение, что вот как будто зерна чего-то будут заложены того, что потом прорастет. И потом я поняла, что, наверное, это отчасти про искусственный интеллект, потому что, мне кажется, вот в этом году, даже если смотреть нейросети, насколько у них скачок произошел там по сравнению с 24-м, то как будто бы роботы, ну, то есть вот такая, мы на самом деле часто концентрируемся на чем-то плохом, а сейчас же на самом деле идет очень бурное развитие того же искусственного интеллекта, там, роботостроения. То есть мне кажется, что вот эти сферы, они вот сейчас начнут потихоньку тоже вытягивать, и в том числе это тоже один из признаков как бы скачка частот наверх, потому что такие технологии в нашем мире тоже ж не просто. Хорошо, так. а вот людям, для людей все-таки как-то на что сделать акцент, куда внимание направить? Потому что трансформация звучит, ну так себе, знаешь, как бы мы и так уже все это затрансформировались. Все-таки ты же говоришь, что в позитивное русло будет больше. На самом деле, я считаю так, вот это вот такой мой совет, чтобы я посоветовала всем и себе, естественно, тоже. На самом деле, вот такие времена, как сейчас идут, они могут казаться бурными, но вот это идеальное время для проработки внутреннего своего как бы содержания и сброса балласта. Такие турбулентные эпохи, как сейчас наша, скажем так, сверху подаются особые кодировки на вычистку вот этого всего балласта, который копился веками. То есть сейчас, грубо говоря, за эти пару лет, ну там 5 лет, ну плюс-минус, вот которые сейчас даже вот прошлый год, это такие вот пиковые в этом плане, в перестройке, реально можно сбросить личного балласта огромное количество, потому что вот на этих как бы энергиях бурных таких, знаешь, вот когда вот эта взвесь это поднялась, на это им хорошо очень и такой же процесс у себя внутри произвести. То есть тоже поднять вот эти старые завалы. Кто-то, допустим, у кого есть способности воспоминания, может прошлое вспоминать. У кого-то, у многих в этой жизни тоже столько всего еще как бы недоработано. И в целом, кстати, что интересно, даже просто работая условно со своими там реакциями, с какими-то своими отягощениями личными, неправильными, мы в этой жизни, прорабатывая это, мы на самом деле сбрасываем даже балласт прошлого. То есть 100%. Вот кто-то может, и не обязательно всем прям брать и бежать, вспоминать эти прошлые жизни. Даже просто прорабатывая свои, ну, скажем так, те личные внутренние несовершенства, которые мешают, те какие-то вот шероховатости, которые сам человек ощущает, что вот надо ему от этого избавиться. Вот это прорабатывая, мы на самом деле даже через это можем как раз то, что из прошлого у нас тянется, может быть, несколько воплощений. Сейчас реально для этого все инструменты есть. Уже есть и множество методик, и психотерапия, и в целом уже и частоты, и мир такой, что на это стали обращать внимание. То есть мне кажется, сейчас вот этот год, как и прошлый, ну вот это время идеально для того, чтобы личностного роста, так сказать, личностный рост осуществить. Это даже не обязательно в плане того, что заработать миллиард денег, но вот избавиться от того, что уже, как говорится, накипело, накопилось, вот сейчас реально самое время. Мне кажется, это вот на этот год самый актуальный совет. В общем, просто именно этим мы занимаемся у меня на мастер-майнде, у меня в закрытом канале, у Леры в закрытом канале, наоборот, исследования более таких многомерных историй. Все ссылки оставим. Ну я просто вижу, что четко вот сейчас идет вот такое время, когда вот очень хорошо это все старые балласты прорабатывать. Вот прям именно энергии такие бурные, которые это все поднимают, пыль с пола, вот они реально, вот они поднимают в том числе внутри нас. То есть вот эти годы и следующий год тоже, они, во-первых, хороши для проработок, а во-вторых, для того, чтобы заложить себе программы другие, то есть не просто как бы условно выкинуть все старое, но и закладывать новое, и это тоже очень важно. То есть вот когда мы закладываем что-то новое для себя, в это время оно, как бы, знаешь, вот есть вот весна, то есть сажают же когда? Сажают, как правило, не летом, не зимой в снег, а сажают весной. Вот сейчас в плане личного такого роста это весна, то есть можно убрать какие-то старые там пожухшие ветки с рядок, сорняки, там какие-то вот то, что нападало, какие-то ветки, вот нанесло там после половодья какие-то камни. Вот это сейчас все нужно убирать. И как раз самое время, особенно следующий год, это время как бы для того, чтобы сажать вот внутри себя какие-то новые программы, новые установки, новые какие-то вот, ну, грубо говоря, трансформироваться. То есть вот сейчас вот эта весна наступает, весна в каком плане? Очень хорошее время для роста новых программ.
программ, уже и частотность подходящая, и, возможно, у кого-то вот эти годы, я думаю так, загадываю наперед, что у кого-то, может быть, это будет слом не просто какой-то линии поведения в этой жизни деструктивной, может быть, это даже несколько воплощений тянулось, вот это вот как бы движение непонятно куда, и может сейчас как раз настало время поворачивать в другую сторону. И да, это непросто, то есть это звучит красиво, там новые всходы, новые энергии, звучит так красиво, там новые зерна, но это на самом деле очень сложно, иногда это даже больно, болезненно, потому что у человека как бы его внутреннее наполнение кричит о том, что «а я вот привык так», то есть он понимает вроде как, что это уже не нужно, но все равно его вот эта старая застарелая программа, да, таких старых программ. Да, все равно нет, да и подумаешь, что вот со мной все хорошо, вот это они все плохие тут виноваты, они тут нам устроили какой-то непонятный мир, а меня светлую душу каким-то непонятным образом туда притянуло, я ж хорошая, это все они. Как раз, мне кажется, настало самое время сейчас с этим разбираться, и вот для этого следующий год просто идеальный, чтобы развернуться, и кому нужно встать на новые рельсы, и по этим рельсам уже, как говорится, ехать дальше. Ну, супер. Кому откликается, да. Хотите разбираться в закрытый телеграм-канал, ко мне на мастер-майнд приглашаю. Что помимо трансформации, да, благоприятной почвы для трансформации, что еще нас ждет в 2026? Ну, помимо почвы для трансформации, я вот вижу, опять же, что какие-то эти технологии, также мне кажется, что именно с точки зрения событийной картины, этот год будет хорош для тех, как бы, новаторов, которые готовы вот эти вот новые технологии, новые веяния, что называется, оседлать. Потому что сейчас они активно идут в наш мир. Ну, я думаю, я сейчас, конечно, Америку не открываю, но просто обращаю на это внимание. Новые технологии, новые веяния. Вот сейчас, опять же, вот эта вот посадка семян, она идет не только в личном, но и в глобальном плане. То есть все какие-то технологии, может, какие-то даже новые профессии, связанные с ними, будут возникать. Вот те, кто сейчас, как бы, кто готов к этим трансформациям, кто готов эту новую волну оседлать, изменения же, они идут не просто как бы как события, они идут как люди, которые эти события будут проводить, реализовывать. То есть сейчас активно требуются люди на новые сферы, на какие-то новые направления, причем это во всех областях, не только в технологиях. Это может быть и психология, и эзотерика, кстати, тоже, она тоже развивается, сейчас трансформируется. Этот, мне кажется, год будет хорош для тех, кто вот новатор и готов в этих сферах развиваться. То есть вот кому-то, возможно, нужно оставаться в своей комфортной сфере, где ему нужно, но пересмотреть внутреннее наполнение. А для тех, у кого есть как бы посыл, порыв, и кто хочет уйти в новую сферу, где сейчас нужны люди вот на эти новые направления, я думаю, что это тоже будет классно. Угу. Так что вот с точки зрения событий вот такое мне тоже видится. То есть резюмировать, то уже больше все равно на какие-то всходы. Вот да, да. Говоришь. В прошлом вот я видела так, я, кстати, даже сравнивала как-то в одной из своих статей. Кстати, друзья, подписывайтесь на канал «Как все устроено», там столько материалов. Там все. Это самый популярный в России блог по эзотерике. Да, у нас там много подписчиков, спасибо всем, кто у нас подписался, кто нас читает. Так вот, знаете, я сравнила 2024 год в свое время с таким ледоколом, когда вот ломались льдины, вот активно, то есть вот уже 25-й, это уже как бы основной лед, по крайней мере, он тронулся, пошел, то есть уже как-то процесс подразогнался. А сейчас вот как раз уже 26-й и 25-й вот первые-то как бы всходы. А сейчас эти всходы пойдут уже более активно. То есть поэтому этот год хорош как для того, чтобы вот наконец-то, может быть, тянущиеся много жизней программы перестроить, так и для того, чтобы что-то в новое себя заложить. То есть вот через работу с собой в этой жизни. Естественно, да. То есть не обязательно даже вспоминать прошлое. 100%. Даже просто прорабатывая то, что не нравится в себе сейчас, можно на самом деле достигнуть хороших результатов. Особенно вот на этих энергиях. Да, это, может быть, будет непросто, но зато сейчас быстро и эффективно волна идет, как бы, и этой волной нужно пользоваться. И это так. 100%. Хорошо, тогда давай расскажем про то, что именно вот в Новый год, когда мы будем его встречать, да, и вот в ближайшие дни рядом с ним, что важно сделать, какое-то, может быть, поставить намерение или какие-то даже ритуалы, ты подскажешь. Кстати, вот об этом хотели ритуалы на Новый год, да, тоже интересная тема. Вот, да, что делать, что не делать, что ни в коем случае вообще не надо делать ни в Новый год, ни в эти ближайшие дни, какие ритуалы могут быть вообще пагубные для которые многие используют. В общем, расскажи, как ты это видишь, что ты об этом знаешь. Ну вот, я вообще к ритуалам отношусь как? Ритуалы — это что? Это, по сути, какие-то действия, они не так уж прямо важны. Главное — это намерение, которое запустится в результате этих действий. Любой даже маг, там, какой-то начинающий, не начинающий, для него главное не столько вот как будто он там, не знаю, свечки расставит, сколько как то, что какую энергию в этот момент. То есть любой ритуал — это просто, скажем так, обрамление и настройка на какое-то личное намерение.
Что касается Нового года, вот загадывания желаний. Конечно же, у Нового года есть свой эгрегор, разумеется. То есть эгрегориальная эта конструкция как бы начинает набирать обороты ближе к новогодней ночи. И вот примерно в этот период она максимально активна. То есть тут все зависит, загадывать желание или нет. Я считаю, здесь все зависит от человека и от его связи с этим эгрегором. Эгрегор — это, по сути, такая тонкоматериальная, огромная, скажем так, конструкция, естественно, построена на базе искусственного интеллекта. То есть там не какой-то там ангел один сидит, палочкой машет. Там это вот как бы такая и система огромная, эгрегориальная, которая собирает эти энергии как бы условно под хэштегом «Новый год». То есть она их маркирует. Так вот, бывает такое, что у человека есть какие-то свои там, пусть они, может быть, казаться дурацкие, но свои личные ритуалы, как-то загадывает он желание, и у него он уже знает, что оно сбывается. То есть он уже свое намерение, во-первых, нашел, как активировать. Во-вторых, в целом у него с Новым годом активная позитивная связь. То есть он с эгрегором в хорошем взаимодействии. То есть он как бы праздник любит, устраивает его себе, окружающим. Для него это радостное, прекрасное время, и он, как бы его личное намерение в этом случае эгрегор усилит. Поэтому если такой человек, допустим, загадает желание в новогоднюю ночь по какому-то там своему личному ритуалу, так это же будет только хорошо. Понятное дело, никто не гарантирует, что у нас сбудется там, в небесной канцелярии ему там печать не поставят, но он какое-то намерение может этим ритуалом усилить, тем более у него уже с эгрегором связь отработана, для него это вообще как бы только в путь, как говорится, вот такие желания загадывают. Есть другие люди, которые, допустим, Новый год не очень любят. В целом для них это какое-то тяжелое время, почему-то не созвучное им лично. Им, конечно, хоть там 25, 100, 500 ритуалов сделай, у них это только энергию личную отнимет, только настроение им испортит. Именно поэтому таким людям какие-то особые ритуалы, там, где пишут в интернете, там где-то на каких-то бумажках что-то сжигать. Да, что-то сжечь, что-то выпить там. Да, для них это будет, во-первых, они себя по итогу могут идиотами почувствовать. Ну, то есть у человека нет связи с праздником, он как бы почувствует себя еще хуже. Желание, естественно, вряд ли сбудется. Таким образом, он свое намерение только притормозит. Ты знаешь, вот как можно условно кидать, там, не знаю, резиновый мячик об стенку, он только отлетит быстрее. А можно как камень, он там возле этой стенки упадет, еще и стенку поцарапает. Если связи нету с этим эгрегором, он, в принципе, отторгается, то зачем нужны эти ритуалы? Тогда вот человек может свое намерение другим способом. Кто-то, допустим, не знаю, там, поехал в отпуск, расслабился вообще летом или осенью, сел возле моря, там какой-то себе там личный план составил, записал в ресурсном состоянии, вот он так намерение свое активирует. То есть ему так будет лучше. Поэтому вот с этими ритуалами я считаю так. Вот если человеку прям как бы очень надо, и ему Новый год, он знает, что у него это работает, да ради бога, пусть этим пользуется этой волной. А если нет, то зачем, как говорится, и себя напрягать, и в целом. Но есть ли вот что-то такое, что ни в коем случае нельзя делать в Новый год и вот какие-то ближайшие эти дни? Знаешь, вот мне как раз очень, так сказать, немножко отторжение вызывает, когда пишут вот в Новый год ни в коем случае нельзя грустить, потому что ты целый год проведешь грустным. Это на самом деле, эта установка, она для человека будет пагубна. То есть он сам себе, если человек еще мнитель, он сам себя еще и накрутит. То есть вот, что нельзя делать, нельзя вот накручивать себя какими-то непонятными, бесполезными установками. Нет настроения в Новый год, ну и прекрасно, можно лечь поспать, выспаться, и там через пару дней у человека все наладится. То есть вот накручивать себя какими-то вот этими непонятными эгрегориальными установками, я считаю, это надо сказать себе так. Мой Новый год — это мой Новый год. Я его провожу так, как я считаю нужным. У меня все будет прекрасно. То есть вот я считаю, это лучшая стратегия. Хочется спать, но можно лечь спать. Хочется праздновать. Главное, чтобы вот, если человеку не нравится Новый год, ну, откровенно для себя это признать. Не мой праздник, не нравится, зачем он мне вообще нужен? Я просто как бы отвлекусь на другие дела и все. То есть, мне кажется, честность с собой — это вот главное в данном вопросе. Хочу про прогноз все-таки еще спросить. Вот что точно неправда и чему точно не верить, если будут тоже где-то в инфополе встречаться? Ну, во-первых, ядерный апокалипсис мы уже обсудили. Ну, и вообще различные апокалипсисы. Все виды апокалипсиса, всадники апокалипсиса, комета, которая сейчас, вот они еще там, я думаю, раза 3 какие-то кометы, да, где-то как-то пролетят. Комета, которая не комета, а вроде там инопланетный корабль. Не, ну, может, там, кто знает, может, на каком-то более высокочастотном уровне там где-то что-то действительно как-то пролетает, но в нашей реальности... Потому что оно у нас не... я не вижу прилетов инопланетян. Классическая история, которая каждый год повторяется, это то, что Бали наконец-то затопит.
Ну, слушай, Венецию затапливает там. Ну, я, поскольку как бы у меня с Бали связь не особо, то, ну, я, честно, не вижу никаких затоплений Бали. Как жили люди, так и будут жить. Ну, то есть и про Россию, про нашу столицу тоже ничего ужасного не вижу. Все будет как бы идти своим чередом. Ну, давай про другую тогда скажем сторону, про другие страны. Ты имеешь в виду про конфликт? Ну, не про конфликт, ну да, то есть чему не верить, условно, что завтра что-то случится с Америкой или с Украиной или с Россией, но нет, правильно? Нет. То есть я каких-то очень резких, кардинальных вот таких просто вот, что все перевернется с ног на голову, я не вижу однозначно. То есть чтобы вот через пару часов все там, мир, дружба, жвачка, весь мир, значит, будет там, не знаю, жить счастливо, я не вижу. То же самое я не вижу каких-то там ужасных эскалаций, там этих всех ядерных апокалипсисов. То есть, ну, будет идти, но я думаю, событийная ветка будет выправляться потихонечку, но, во-первых, это будет не сразу, во-вторых, еще будет в эти кризисы периодически будет заходить. Опять же, как они проиграются, сложно сказать. И даже не потому, что там сложно посмотреть будущее. Оно же еще ветки будут ветвиться. То есть вот, как всегда, традиционно где-то в дни весеннего равноденствия там будет, скорее всего, ветки сближаться. Могут одна реальность разделяться на две, могут, наоборот, сводиться. То есть в одной реальности пойдет по более жесткому сценарию, в другой по более мягкому. И так за год этих веток, там они еще неоднократно могут там сходиться, расходиться. Ну, это тоже многих интересует, там вот эти электронные деньги, сейчас у всех паника, вот там блокируют счета и так далее. То есть тоже какого-то апокалипсиса в денежной сфере тоже не будет. Ну, смотри, я вот, честно говоря, вот такие прям по событиям не очень люблю смотреть, но вот если смотреть общую картину года, чего-то жесткого, прям совершенно внезапного, что всех прям накроет и все будут плакать, бегать, там, хвататься за голову, я не вижу. Вот. Но какие-то, возможно, где-то в каких-то сферах сложности, да, будут. Где-то там, ну, а как без этого? Естественно, как бы в этом году, как и во всех прочих, что-то такое будет. Как это? Этот год был непростым, может. Кто-то скажет под конец, а кто-то скажет, а для меня этот год был трансформационным. То есть сколько людей, столько и годов этих будет. Так что в любом случае, я думаю, что, опять же, если не цепляться именно к повестке, то самое главное, как всегда, это наше внутреннее. То есть не то, что там произойдет где-то у кого-то за окном, а то, как мы внутри на это отреагируем. Для меня, я считаю, это самое важное. То есть тот личный выбор, который мы сделаем по итогам этих внешних событий. Какой личный выбор условно нужно людям делать, чтобы их жизнь поворачивалась в более благоприятную сторону? Смотри, вот я когда это разбирала вот уже много раз, и мне все время приходит примерно одна и та же картина. Что это за картина? Вот человек, как правило, ну, у нас это свойство, у нас это встроенный шаблон мышления, что мы думаем, что выбор — это сделать какое-то действие. Ну, там, допустим, Вася думает, встречаться мне с Машей или встречаться мне с Катей. Или там идти мне учиться, там, не знаю, на инженера, или уйти учиться на экономиста. Ну вот, менять мне профессию на новую, да, или не менять. То есть, вот смотри, да, выбор, с одной стороны, физически важен, но самый главный, как бы, такой внутренний двигатель, главный лейтмотив, который нас будет вести сквозь эту реальность, это наш внутренний выбор. То есть, допустим, на самом деле у этот Вася, который там ночей не спит, думает идти ему учиться там на инженера или на экономиста, он в итоге откроет свой бизнес и будет там работать. Ну или даже если он выберет разные профессии, у него жизнь может идти плюс-минус одинаково. Но самое главное, что действительно сможет его продвинуть, это даже не какая-то конкретная профессия, а тот внутренний выбор. Допустим, как он будет относиться к окружению. Допустим, условно, наладит ли он отношения со своей семьей. Будет ли он, скажем так, к окружающему миру относиться с принятием или, наоборот, постоянно его отторгать, отвергать. То есть мы все время ищем какую-то там, не знаю, волшебную профессию, волшебного человека, какой-то, не знаю, волшебный выбор, который мы сделаем, вот действие. Там, не знаю, поднимем трубку, кому-то позвоним, и это будет самый, там, не знаю, успешный шаг в нашей жизни. Но на самом деле работает по-другому. Мне упала какая-то шерсть в рот. По-любому вместе с лямблями, глистами, всем, кем нужно. Так, ну давай я договорю этот спич. Секунду, я не могу прям... Хорошо. Самый важный, самый этот ключевой выбор, он именно выбор внутреннего состояния. Как мы выбираем реагировать? Как мы вообще выбираем жить? С каким состоянием? С каким настроем? Вот именно это наше внутреннее состояние, этот наш внутренний отклик, он формирует наше будущее. То есть вот эти вот событийные матрицы, которые там постепенно, скажем так, формируют бытие нашего мира, они считывают не конкретно там Вася пошел на инженера или там на электрика условно, или там на экономиста. Они считывают именно вот этот вот внутренний импульс, и, исходя из этого внутреннего нашего состояния, нам простраиваются дальнейшие события. То есть самый главный выбор у нас внутри. Он не просто там позвонить или не позвонить, пойти или не пойти, а вот это вот внутреннее наше состояние. Поэтому я делаю упор на то, что я считаю, оно реально очень важно.
То есть обратить на него внимание, исправив его, можно действительно свой путь выровнять, без особых каких-то там, не знаю, волшебных пассов, там, ритуалов и так далее, там, на полную луну там или на что там еще. И самое главное, наши внутренние реакции, они больше меняют нашу жизнь, нежели какие-то фактические действия, там, выборы, смена профессии. Да, вот, кстати, тоже Новый год. Вот далеко ходить не надо. Многие люди думают, а в каком я платье встречу Новый год? А вот если в зеленом... Я встречу Новый год тоже. Да, как будто вот если там цвет платья, он может что-то изменить. На самом деле это просто как финтифлюши, как игрушки на елке. Ну, висит красное, хорошо, зеленое, ну, может там какая-то покрасивее смотреться. Но самое главное то, с каким внутренним выбором человек пойдет в этот год. Вот даже эти желания, загадывания не так уж важны. Вот этот внутренний выбор, он важнее всего. С кем Новый год встретишь, с тем и проведешь. Что это не работает? Да я думаю, вообще не работает. Честно говоря, вот, я не знаю, вот если большинство людей напишут в комментариях, анализировали эту статистику. То есть, по мне самое главное, с каким настроем, даже не настроением, настроение оно меняется. Оно сегодня может быть более весело, а завтра менее, а вот именно внутренний настрой. Настрой на что? Настрой на изменения, настрой на какие-то внутренние преобразования. То есть, настрой, да, это что-то более глубокое. Настроение тебе сегодня может быть грустно, завтра весело, ну нормально. То есть не расстраиваться, если вам грустно в Новый год. Дело не в том, что настрой это что-то более глубокое. Да, ты говоришь, мне может быть грустно, но я решила уже, что я буду свою жизнь постепенно менять к лучшему, я буду для этого делать какие-то шаги. Да, у меня есть эмоции, я человек. Сегодня мне грустно, завтра чуть полегче. Но это не так уж важно, это как вот погода за окном. Но главное, мой этот внутренний стержень, этот вектор, который меня ведет, это, я считаю, самое главное. Да, я с тобой полностью согласна. Также я обязательно такой прям эзотерический еще разбор энергии буду проводить у себя в закрытом телеграм-канале. Там я, скажем так, более техничная у меня эзотерика, более глубокая. То есть там я стараюсь прям максимально глубоко копнуть все явления. Там уже и формирование событий рассматриваем, как они вообще, в принципе, формируются по шагам. Там мы множество необычных явлений разбираем, как это технически работает. Там, начиная с каких-то домовых, условно, что это такое, ну, то есть вот совсем банально, и заканчивая эзотерическими разборами известных людей, где мы просто пытаемся понять, для чего эти люди пришли в мир, для чего они и как они его меняют. В этом канале я пытаюсь максимально глубоко разобраться в реальности, именно в этих, знаете, таких скрытых механизмах, которые ее управляют. Я знаю, что этот канал не для всех, то есть для тех, кто совсем простой эзотерику любит из серии, вот какое платье одеть на Новый год, он покажется сложным, ну честно. Тогда как бы, ну, совсем тем, кто, ну вот нет желания глубоко копать, я туда не советую вступать. А вот тем, кто хочет реально разобраться в том, как устроена наша реальность, причем мы там проводим коллективные исследования, то есть я что-то рассказываю, и те ребята, которые в канале, они на самом деле же очень крутые, вот за 2,5 года, почти 3, что канал ведется, они очень выросли, то есть я считаю, что, скажем так, участники нашего канала невероятно крутые ребята. Я лично наблюдала, как многие из них, вот у них видение буквально открывалось. Раскрываются способности у тех, кто на канале. Это 100%. Да, поэтому это влияет и наше как бы общее коллективное поле, и наше желание, наше намерение, вот про которое я говорю, разобраться, проработать, узнать, продвинуться. То есть это действительно очень на многое влияет. Поэтому вот, друзья, тем, кто действительно хочет как бы глубже копнуть эту реальность и поучаствовать в ее коллективном исследовании, я всех приглашаю, соответственно, к нам на канал. И про энергии года именно с технической точки зрения, про какие-то события я буду там еще более подробно рассказывать. Да, я еще хочу призвать дополнительное внимание уделить каналу на Boosty, потому что там, как я считаю, чуть менее сложно, там очень красиво все разделено по темам, вы можете зайти и прям посмотреть, там с красивыми обложками написано каждый выпуск, о чем он, да. И это очень интересные темы, они как раз-таки, я не могу сказать, что они не глубокие, они очень глубокие. Это да, это выпуски частного канала, но сгруппированы по подборкам. Допустим, человеку еще хочется, он только недавно в эзотерику, ему хочется для себя с какой-то темой разобраться. Допустим, вот очень популярная тема про род. То есть вот я с технической точки зрения посмотрела, что такое родовая структура. Там на самом деле, мне кажется, вот неплохое исследование прям такое глубокое получилось. Как род влияет на человека. То есть там и практически, там, что такое счастье, как оно на тонком уровне, какие есть способы его достижения. То есть там и какие-то практические выпуски есть. Про родственных душ, вот я недавно слушала, про вообще взаимосвязь
связи между близкими душами, про близнецовые пламена, кстати, мне постоянно об этом спрашивают. Вот, пожалуйста, там несколько циклов лекций на эти темы. Про подключки, импланты сущности. Да, мы там все разбираем. То есть у нас там все практически эти эзотерические темы популярны. Я попыталась... Религиозные тоже я смотрела, разборы различные и духовных учителей, и прям вот там Троица Сергиева Лавра, даже разбор. Разбор мест, да, то есть записаны по итогам поездки. То есть вот стараюсь как-то вот на бусте выкладывать то, что может быть какая-то локальная тема. Человек, вот она прям горит, интересно, я ее выкладываю в виде отдельного. История Земли, кстати. Да, история Земли. Вот сейчас она у нас чуть-чуть пока на паузе стоит на частном канале. Там и так сколько лекций? 50? Да, 50 лекций, когда я разбираю, условно, зарождение нашей планеты, как, зарождение, естественно, оно было не просто так, ее создавали. То есть, как создавали, кто создавал, какие этапы. Я это все, через базы данных попыталась посмотреть и передать, как это выглядит. То есть, там, мне кажется, вообще эпичный просто разбор. Да. Поэтому я думаю, что там, как говорится, есть где разгуляться любителям именно вот послушать такой вот глубокий... Про прошлые жизни тоже, про какие-то звездные войны. В общем, во-первых... Да, личные воспоминания, да, о прошлых жизнях. Да, мы оставим все ссылки на каналы. Также у меня в Телеграм-канале есть разбор того, что происходит на Телеграм-канале Леры и на Бусти. То есть я прям записала для вас отдельные видео, где я показываю, вот такие есть подкасты, эти про это про это. То есть чтобы вам было легче ориентироваться просто, что вы хотите, с чем больше хотите соприкоснуться, с каналом или с Бусти. Куча вариантов, что на Бусти можно там купить только один пост, если вам ничего не интересно, там кроме одного, или глобальную подписку. Я вот как раз-таки все, как это устроено, разбирала в канале, а тоже ссылку оставлю, зайдете, посмотрите. В общем, да, друзья, очень много интересных материалов. Тем, кто действительно хочет, говорится, глубже копнуть эзотерику, мы их рекомендуем. Ну, а вообще всем, кто нас посмотрел, независимо от того, опять же, купите вы что-то или нет, мы очень рады, что вы были с нами. Мы очень рады, что вы этот год тоже в него хотите внести свою такую, вклад. Потому что, друзья, Новый год, будущее, это же не просто какие-то абстрактные, там, не знаю, ангелы или там демоны сидят, там, не знаю, колдуют. Это же мы. Мы это будущее формируем. Вот согласитесь, вот даже наш прекрасный Валентин. Да, смотрите, как мы вот сформировали. Он сдал нам какого позитива. Даже он свой вклад внес. Так, поблагодарите Валентина в комментариях обязательно. Ой, я тут... нет, нормально. Валентина нужно поблагодарить за то, что он терпеливо сидел, он был с нами, он нас поддерживал, он нам раздавал этот прекрасный кошачий такой няшную такую энергию теплую, да? Да, дорогие, правда, я хочу прям поздравить вас. Не знаю, когда этот выпуск выйдет. В любом случае, я вас поздравляю с наступающим, с наступившим. Желаю вам очень мягких трансформаций в новом году. Еще раз, да, мягких, но продуктивных. Продуктивных, да. Приглашаю делать это со мной, кому откликается. Также проходить это все вместе с Лерой, потому что в этом поле это проходится совсем иначе. Но вообще, я считаю, что наши с тобой каналы связаны, взаимосвязаны, поэтому мы одно общее дело делаем. Да, поэтому... Да. Новый год я еще планирую проживать в открытом, абсолютно бесплатно в своем телеграм-канале. Тоже присоединяйтесь, будем там делать различные интересные практики на проживание этого классного тоже времени, когда можно именно заложить вот те самые росточки, всходы, чтобы потом все позитивно прожить. В общем, поздравляем вас, дорогие! С Новым годом, друзья, давай! С Новым годом, давайте! Благодарю вообще за тех, кто мой канал смотрит, потому что моему каналу как раз-таки около года, я не помню, там плюс-минус, и все это происходит благодаря вам, все это происходит благодаря тому, что вы меня поддерживаете и в канале на Ютубе, и в Телеграм-канале. Какое прекрасное сообщество мы создали именно благодаря вам. У меня, правда... Все, я начинаю плакать. Да, друзья, я тоже своих ребят, своих подписчиков, всех тех, кто за мной следит, я очень вас уважаю, благодарю за участие. Давайте вместе нашу реальность преобразовывать, каждый своими способами, кто как может. Но давайте этот мир действительно двигать к лучшему. Да, делать. Потому что если не мы, друзья, то кто? Да. Давайте. С Новым годом! За вас, друзья, с Новым годом! С Новым годом, да. Всего вам самого лучшего. Благодарю вас безмерно. Правда, желаю всем огромного-огромного счастья в этом новом году. Как минимум, вот получите этот заряд, потому что
прям Пусть стараюсь счастье обсуждать. сидит с вами и не покидает вас, как Валентин все это время пробыл вместе с нами. Да, как нас, Валентин. Да, Правда, не да. покинул нас ни на секунду. Вот пусть, друзья, ваше счастье, реализация будут с вами вот точно так же весь этот год. В общем, спасибо всем, кто досмотрел до Всё, с конца. Новым годом! Все, дорогие, пишите тоже свои поздравления нам, другим участникам. Создаем вот это теплое поле, действительно, здесь в комментариях, везде в комментариях. А также делитесь этим видео с теми, кому вы тоже желаете классного, продуктивного и удачного Нового года. И у нас тут аж какие-то эти фейерверки. Да, да. Да, ну все, дорогие, пока-пока. Пока-пока. Классно. Давай, выпьем. Для себя.